Совсем недавно в США работница приюта для животных по имени Брук вместе со своей подругой подобрали пса, оставленного бездушным хозяином посреди дороги. Преданное животное никак не хотело уходить с места, ожидая своего хозяина, который, понятное дело, так и не объявился. Сомнений быть не могло, четвероногого оставили на обочине умышленно. Теперь песику дали кличку Банджа. Работники приюта верят, что в скором времени обретет верного друга в виде нового хозяина. А тем временем Брук написала в Facebook разгромное письмо бывшему владельцу пса, в котором расставляет все точки над «и». Это настоящий крик души. Сегодня мы обнаружили пару электронных писем от людей, которые видели пса, оставленного вами на дороге между 15-й авеню и Экселсиор-авеню. Судя по времени, пес сидел там как минимум с субботнего утра. Письма мы прочли лишь в 15 часов, так как были очень заняты. Затем мы сели в машину, завели и мотор и поехали проверить, можем ли мы чем-то помочь. Конечно же, четвероногий был на том же месте. Он не покинул то место, где вы его оставили. Это отличный пес. Он решил остаться на том месте, где последний раз видел самого дорого человека в мире. Он думал, что вы вернетесь. Он провожал взглядом каждый автомобиль, появлявшийся на дороге, в надежде, что там за рулем будете вы. Ваш пес промерз, проголодался и напугался до смерти, потому что вы, милейший, бессердечная тварь. Он был настолько голоден, что стал грызть палки. Добрые люди не дали умереть ему с голоду. Он знал, что должен ждать, пока вы вернетесь. Это хороший пес, а вы плохой друг. Вы отказались от того, кто отдал бы за вас жизнь. Того, кому было плевать, насколько вы задерживаетесь на работе. Того, кто был безумно рад, когда вы просто переступали порог дома, проверив во дворе почтовый ящик. Того, кто вытирал бы вам слезы со щеки своим языком и доедал бы объедки с вашей тарелки. После того, как люди заметили пса, свернувшегося в клубок на дороге там, где вы его оставили, мы приехали за ним. На улице было темно, и мы слышали вой койотов где-то вдали. Мы сидели там несколько часов, разговаривая с животным, пели ему песни и предложили ему поесть. Только спустя несколько часов пес попробовал брошенную ему еду. Он подошел к нам и позволил погладить по голове и за ушком. Затем он дался погладить ему брюхо. Он покорно позволил надеть на себя поводок и даже не пытался убежать. Однако, когда пришло время идти к машине, пес начал выдираться. Он ждал вас. Я несла на руках вашего питомца к автомобилю, вашего огромного, нежного, напуганного и преданного пса. Он выл не переставая во время нашей поездки в приют. Вы знаете, это был самый душераздирающий вой, который я когда-либо слышала. Он хотел вернуться на то место, где вы оставили его. Когда я потянулась, чтобы в очередной раз погладить его, он уткнулся мордой мне в колени и скулил, аж пока мы не подъехали к воротам приюта. Вы не заслуживаете этого удивительного пса. Вы не заслуживаете какого-либо животного вообще. Мой пес забудет о вас. Он найдет хороший дом и, наконец, получит любовь, которую заслуживает. Он узнает, что такое настоящий дом. Меня не волнует, кто вы и каковы ваши оправдания за то, что отказались от этого милого пса. В любом случае вы настоящий мерзавец. Возможно, в некоторых моментах письма Брук была очень резкой. По всей видимости, во время написания этих строк она думала не головой, а сердцем. Надеемся, что песик скоро обретет нового, достойного хозяина.